Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня по вашим просьбам я снова продолжаю давать характеристику тех новых томатов, которые мы посадили в этом году. Вот это томат Менда, это тоже розовый. Вот, напротив Мэйшуай, так вот уже третью гроздь мы практически сняли и собрали. А здесь чуть позже. Там было 24 июня Мэйшуай сняли, а здесь уже в начале июля, первых числах июля. И уже первая гроздь, они настолько вкусные, что первая гроздь уже практически, видите, уже мы собрали. Вот один еще остался на том кустике. Их у меня снова же немного, я много не высаживаю, потому что это новинка. И хочу сказать, что после Мэйшуай этот очень тоже вкусный томат. Сейчас посмотрим, соберем, вот что хорошего в нем. Очень тоже вкусный, но по вкусу с Мэйшуай он чуть-чуть меньше сахара. Но я сейчас вот это первый гроздь хочу снять и показать. Вот он такой интересный, как цветочек. Вот такой он с этой стороны. Так как было холодно, и я редко поливала, но уж поливали мы хорошо, когда уже потеплело, получается, что вот растрескивание получает томат. Но это не так страшно, при нынешних погодных условиях это не такой уж большой изъян и недостаток. Давайте мы посмотрим, что он умеет у нас. Это такие все в среднем 279 грамм. Вот. Были, сейчас вот этот посмотрим еще, вот этот, что этот нам говорит, 258. Вот они такие в основном, вот 250 до 300. Один был у нас даже 310 граммов первый. Вот, смотрите, какой он красивый. Хочу сказать, что мякоть тоже сочная. Вот мы добавили в обработку вот эти новые удобрения, наноудобрения современные, и магний добавили, и они стали очень сладкие и вкусные. Так что очень важна еще подкормка. Вот они такие красивые. Еще особенность вот этого томата. Вот смотрите, междуузлья все-таки короткие. Вот они. Более-менее короткие, хотя есть другие томаты у нас розовые, они еще короче. Вот здесь у нас через 2 листа должно быть, но здесь получилось через 3 листа. Ну вот здесь хорошо видно. Я формировала вилочкой. Видите, первая уже съедена, вторая тут не было томатов. Томат реагировал сам на погодные условия, на то, что можно завязать. Вот они, видите, как красиво идет гроздь, 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 гроздь и гроздь. И вот так по 5, вот здесь 5 штук томатиков, здесь 4 завязалось, здесь 4. Ну, дальше очень сильно жарко было, они по 2 завязались, вот очень интересно. И смотрите высоту, высоту то же самое, здесь чуть-чуть сломалось, но вот они очень высокие, снова 3, цветут. Растение само регулирует, сейчас были ночи холодные, плюс 12-13, вот они себе регулируют, сколько они могут выкормить томатиков. Вот идут по 3, по 2 штуки. И сейчас вот будет сбор, мы уже соберем. Они ждали вот это видео, видите, даже сильно уже трескаются. Очень сладкие, красивые, розовые, такие сочные, просто изумительные томаты. И даже вот этот томат, что мне нравится, я хочу его закрыть, он все-таки получился такой сочный, и кожица не очень жесткая, и я их собираюсь в банке закрыть. А почему? Потому что они, видите, даже есть вот такие, которые в банку зайдут. Этот нет, а вот этот, сейчас посмотрим, этот самый маленький, что он нам скажет, 160 грамм. Вот этот 160 грамм, он очень хорошо поместится в банку. Этот томат впервые у нас, это фирма Клос, французская семеноводческая фирма. И очень высокий, красивый. Я думаю, на следующий год тоже несколько, вот, допустим, 5 штук нужно будет посадить, для того, чтобы вот эти розовые, они напоминают вкус микадо. Вот. Я их посадила в междурядье, между растениями 50 сантиметров и вилочкой. Думаю, если бы их в один стебель
организовать, то, естественно, были бы и полкилограммовые томаты, но в данном случае мне очень хочется эти помидоры закрыть в банке, и мне очень крупные в этом плане не нужны. У нас есть более другие томаты, более крупные. Нам достаточно вот этих, и чтобы вот этот урожай нас радовал. И, да, кстати, 5 томатов сейчас хочу завесить, чтобы хотя бы примерно сейчас сказать. Так, 3, сейчас вот 4, 5. Вот 5 томатов в среднем идет. Вот килограмм, да, кисть. Вот смотрите, выдерживаю килограмм. Килограмм томатов, 1 кисть. Вот. И сколько у нас кистей? Первая 1, вторая, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, здесь 8, 9, их чуть-чуть меньше томатов по количеству. Я думаю, что тут уже, даже если дальше мы будем поливать и все делать, уже сейчас будет где-то 7-8 килограммов. Ну, надеюсь, будет хорошая погода, и мы сможем дальше, вот рядышком тоже, смотрите, он тоже завязывает, здесь тоже 5. Вот. Выше, конечно, чуть меньше, это сильная жара была. Вот я их уже формирую в горизонт, выкладываю, потому что очень хорошие томатики. Здесь, смотрите, тоже очень красиво. Вот здесь больше света и пространства. И смотрите, вот 2 у нас вилочка, да, 2 побега, и на них очень хорошо сформированы томаты. И формируются дальше, и нарастают. Ну вот. Вот кратко о новом томате, который называется Фенда F1. Это индетерминантный высокорослый французский сорт, гибрид томатов, очень вкусный. Нам он очень понравился, и тоже собираюсь его высаживать в следующем году. Ну что ж, мы пока прощаемся с вами. До новых встреч, новых видео. Я думаю, что позже еще более подробно увидим, как он будет реагировать на погодные условия уже осени. Мы еще расскажем более подробно об этом томате. Ну а пока мы прощаемся с вами. Всего самого доброго. Пока-пока вам.